Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Достаточно много долгов накопилось и по станкам, и по шаветкам, и по опаскам. Но с чего-то надо начинать. Ну вот по вторым видео уже подряд человек говорит: Викторович, давай шаветки. Ну вот шаветки решил и дернуть. Тем более, что у нас еще тут пара-тройка их осталось не оборзенных, ну короче, не было еще на обзоре. Сегодня хочу поставить целый full set достаточно известной английской фирмы. Какой и что именно, вы на крупный план, смотрите что да как. Ну а я начинаю, догоняйте. Совсем уже было собрался выставлять на обзор Татару Разерс, то, что прислал Геннадий, Эстония. Конечно, хотелось бы попробовать элегантный такой станочек, но ваши комментарии под видео уже второй раз подряд по поводу шаветок перевесили, и все-таки решил показать по шаветке, потому что долги у меня не только по станкам, их там много накопилось, работать не переработать, но и по шаветкам в том числе. Тут кое-что осталось не закончено. А посему вы сегодня видите набор, который предоставлен Андреем Анатольевичем Скрипниковым, Черкасы, Украина. Черкасы у нас вообще богаты на меценатов, оттуда целых двое. Это Эндрю Бас и вот Андрей Анатольевич. Сегодня все, что будет, это представлено Андреем Скрипниковым. Давайте обо всем по порядку. До сих пор еще никто не переплюнул в моем мнении дилетанта, надо сказать, вот эту вот маленькую фитюльку, которая называется Седов. Она очень сильно распространена в Турции, и после того, как я ее попробовал, ребята, честно сказать, был в шоке, потому что первоначально, узнав ее стоимость, ничего хорошего-то я от нее не ждал. Но после того, как вставил лезвие и поработал, ну, ребята, я был приятно впечатлен. До сих пор для меня это шаветка номер один по соотношению цена-качество, эксплуатация. На мой взгляд, здесь всего лишь один минус. Это то, что не совсем просто вставляется лезвие. Тут нужно быть чрезвычайно осторожным. Но после того, как вы приноровитесь, это, собственно, большой роли это играть не будет. Та шаветка, которую прислал нам Урмас, она тоже очень меня впечатлила. И здесь тоже очень много интересного. Я думаю, что после Bluebird мы обязательно к обоим этим шаветкам вернемся. Ну а сегодня же, конечно же, Bluebird. Тот самый Bluebird, который предоставил нам Андрей. С его слов она ему как-то не очень-то зашла. Что это такие, с чем это едят? Поставляется в картонной коробке. Разукрашено, конечно же, красиво. Bluebird, английская компания, предоставляет чрезвычайно широкий ассортимент для бритья для нас, мужиков. Внутри, кроме коробочки, будет еще вот такой пластиковый футлярчик, в который эта брита, собственно, и вставляется. Ну вот и сама бритовка. Что в ней с первого раза подкупает, покоряет, даже еще и до бритья-то не дойдя, это качество изготовления. Ребята, качество на высоте. Других таких подобных шаветок я не видел. Сделано, ну, прям bardzo элегантно, как говорят поляки. Вот этот материал, он хоть и пластик, но он такой, знаете, как софтачевский. Здесь не просто какие-то заклепки или гвозди, или шурупы, или еще что-то вбито. А да, заклепки, ну посмотрите, как они интересно развальцованы, и они полностью сквозные. Не знаю, будет ли влага там собираться, или легко ли ее будет оттуда вытряхать. Это покажет время, но пока это очень смотрится красиво. Опять же, на самом пластике посмотрите, какая монограмма от Bluebird. Элегантно, красиво, хорошо, вкусно. Проставка такая же пластиковая, как и вся ручка, но здесь нет ни сучка, ни задоринки. Это, знаете, это вот как Эдвин Джаггер. Вот ты смотришь на Мюллер 89, смотришь на Эдвин Джаггер, и ты понимаешь, что вроде бы одно и то же, но Эдвин Джаггер явственно осознается как более такое вылизанное, что ли, изделие. Вот здесь то же самое. Здесь не за что зацепиться. Ни сучка, ни задоринки, ни заусеночки, вообще ничего. После того, как открываем, вот посмотрите, что у нас тут есть. Хвостик небольшой, не маленький, как раз под один палец. Второй будет вот здесь вот мизинцем уже приноравливаться. Это под обычные ДЕ лезвия. Если у вас нет специальных, как вот сегодня будут на обзоре, или покупаете специальные, как мы сегодня поставим. Подходят ли сюда более длинные? Не знаю, навряд ли. Навряд ли. Скорее всего, это просто под обычные ДЕ лезвия, кое мы сегодня и поставим. Это Шарк, которые пришли вместе с Седовым. До сих пор этому человеку безмерно благодарен, потому что, ну, лезвие это хорошее
хорошие, они в седофе заиграли, прям ух. Я вот первый раз, когда брился седофом, ставил именно эти лезвия. Если кто-то практикует шаветку, ребята, наверняка вы брали эти лезвия. Вот мне интересно ваше мнение, как оно вам, чего, ничего. Основное отличие вот подобных лезвий, которые делаются для шаветок, это просто, собственно, та же самая половинка от обычного, но уже сделано культурно, так сказать, в заводских условиях. Самому вам ломать не нужно. Хотя, если, допустим, вы берете обычное ДЕ лезвие, просто в пачке ломаете, все, чем это будет отличаться вот от этого, то, что здесь будут небольшие заусеночки, вот и все. Кто-то хочет, если может, просто разрезать ножницами. Да, это тоже возможно, тоже делается. Здесь вот такая вот штукенция, типа как, ну, не знаю, скоба, что ли, не скоба. Она отодвигается, и вот здесь вот посмотрите, у нас открывается такой вот паз. Все, что нам нужно, это просто аккуратно вставить туда лезвие. Так. Делаю это в первый раз, так что если там мат-перемат услышите, это у меня что-то не получилось. Так, а у меня уже не получается, не хочет идти. Так, ну открыл-то вроде нормально. Нет, вот что-то, опа, стало мертво, не идет. Ну-ка еще раз. На сайте-то я был, смотрел, но там какой-то особенная инструкция по вставлению лезвия я не нашел. Вот она что-то не хочет. А почему ты не хочешь, подруга? Ничего особенного тут вроде нет. Так, сейчас. Ну да. Она ничего не зажимает, она просто одевается и все. По сути, я вообще не понимаю ее назначения здесь. Это никуда не сдвигается, ничего. Может быть, вот так надо сделать? Вот так, возможно, нужно как-то, да? Так, все, понятно. Смотрите, вот здесь вот две выточки, туда вставляются штифты, и после того, как мы скобу раскрыли, это нужно разомкнуть и сделать вот так. Ну вот видите, теперь все легко и просто. Оказывается, вот эти штифты совпадают с теми выемками, которые есть на лезвии. И теперь уже все гораздо проще. Так, вот, поставить, стоять. Тот, кто сейчас посмотрит и скажет там, там это все фигня, так вот мучится, мается. Ребята, сделайте поправку на то, что я делаю это первый раз. Если бы я это делал 5-й или 10-й, вполне себе. Я делал бы это гораздо все быстрее и проще. Смотрите. А вот здесь вот самое интересное. После фиксации крышечки вот этой, посмотрите, как немного вылетает арка. Ну, пока нра. Единственное, что не нра, это вот вылет самой РК. Посмотрите, он достаточно невелик. Отсюда у меня сомнение, а как же бриться-то тогда придется, потому что, скорее всего, придется делать большой угол, а это может привести к тому, что ты будешь шкрябать, а этого не хотелось бы. Но не будем забегать впереди паровоза, давайте попробуем в этом состоянии. Кто-то скажет, может быть, вытянуть чуть-чуть. Ну да, вытянуть-то можно, но вы не забывайте, когда мы вставляли, у нас-то получается, что лезвие упиралось в вот эти штифты и как бы само по себе уже жестко фиксировалось. То есть при бритье у нас же нагрузка идет с этой стороны, и у нас лезвие уже никуда не двинулось. А если я сейчас выдвину, на что оно будет фиксироваться? Да ни на что. Поэтому ничего выдвигать не будем. Вот так и оставим. Ну вот как бы вот, все, бритовка у нас готова. А вот то самое английское качество, про которое я вам говорил, посмотрите. Ну, сделано, конечно, качественно. Что же у нас дальше? Так как у нас полностью full set, дальше у нас будет pre-shave oil, который мы вначале перед бритьем нанесем. Это у нас должно будет чуть-чуть увлажнить кожу, чуть-чуть размягчить, увлажнить наш волосяной покров. И если действовать по такой же схеме, как со всеми остальными маслами, потом, по идее, это нужно будет все смыть. А вот после того, как смыть, нам уже нужно будет наносить, собственно, и то, чем мы будем бриться, то есть или мыло для бритья, или еще что-то там для бритья. Что же это?
Очень сильно ищу повод поскорее испытать вот этого вот красавца, потому что у меня связаны с ним определенные надежды, определенные чаяния, и мне нужно их или опровергнуть, или подтвердить. Но, к сожалению, сегодня не его день, потому что у нас будет сегодня вот такая вот штука. Подобные упаковки Bluebird выпускает еще специальное масло для усов. Те, кто носит бороду, усы, можете формировать, там вот это все делать. Но это именно для бритья. То есть это гель для бритья, который вы наносите и просто бреетесь. Это в том случае, что если у вас нет времени махать кисточкой или что-то там делать еще. 20 мл вот такой красоты. После того, как мы побреемся, у нас настанет черед Post-Shave бальзама. Вот его-то мы и испытаем. Вот и все. Это весь наш сегодняшний набор. Пошли бриться. Буквально сегодня получил посылку от Константина Капустина. Это наш донской казак, в которой была вот эта вот красота. Надо признать, пересылка вот таких вещей чрезвычайно проста. То есть обыкновенный почтовый конверт и все. Дополнение ко всему, там еще был дополнительный вот такой вот, я не знаю, как это правильно сказать, но вот на конце хвоста. Вот здесь вот это вот навешивается. Вот. И вот оно все будет помогать и щелкать, и делать. Константин это делал по мотивам вот змеюки. Вот это как ее там аспид, по-моему, или как она выглядит. Я не знаю, откуда она у нас на Дону. Но вот, блин, что-то вот решил человек так делать. И, на мой взгляд, достаточно удачно. Это я все показываю не просто так, а с умыслом. Почему? Да потому что у нас сейчас весна, а скоро настанет лето. И по большей части вот для городских это, скорее всего, интерес бы и вызывало. Кто-то поедет там в деревню, кто-то там возьмет отпуск. Ну и я не знаю, вот кто еще не осуществил свою юношескую мечту, хороший хлыст, кнут, бич, арапник в руках подержать. А вот благодаря Константину Капустину вы можете осуществить такую мечту. Я-то уже подержал, мне уже один раз хлебало прилетело. Но я был защищен, потому что Костя предупредил, говорит: Викторович, будешь учиться, говорит, очки обязательно одевай. Вот очки-то меня и спасли. Ну, вернее, даже туда и не попало, там рядом, но то, что в очках было, это уже хорошо, уже здорово. К превеликому моему сожалению, нет у меня достаточно времени, чтобы вот вообще освоиться с этой штукой. Но, ребята, когда его берешь в руку, и когда, знаете, вот это вот движение волнообразное делаешь, так, чтобы вот как вот, чтобы он продолжением руки был, и чтобы вот эта волна пошла до самого кончика, и на кончике сделала вот так. Ой, ребята, первый раз, когда так получается, это такой кайф. Ну, не оргазм, конечно, но где-то рядом. Знаете, вот в детство сразу на 40 отмотало, и так по кайфу стало. Ну, там у нас кнуты-то попроще были. Сделали из рубероида, там из всякой фигни, из косички сами плели. Ну а здесь тоже работал профессионал. Ссылку на Константина оставлю в описании под видео, ребята. Все, кому, если вдруг будет интересно, обращайтесь, спрашивайте. Ну а вот эту красоту, ну сейчас потеплее станет, вот, наверное, тоже выделю там часок-другой и буду испытывать. Вот такая вот красотень. Ну а с чего начинать-то? Конечно, с пришеева. Пришеев. Я иногда, чтобы масло лучше разошлось, ну не знаю его еще, если уже знаю, то могу без воды, но чтобы лучше разошлось, я обычно чуть-чуть намочу лицо. Ребята, если у вас руки мокрые, вот эти вот защипы, которые есть вот на боку у этого Bluebird, тяжело будет открыть. Рука скользит, поэтому я тут предусмотрел кое-что. И вот с этим, да, с этим помогает. Сейчас нанесем пришейв, он в виде, ну да, масла, самое обыкновенное масло. Очень приятно пахнет. К барберской теме никакого отношения не имеет, скорее к уходовой, но запах достаточно достойный, не распространенный ни в пришейвах, ни в постшейвах, ни в автошейвах, вот ни в чем таком, ни в мылах. Я бы вообще сказал, что это к бритью никакого отношения не имеет. Какая-то далекая помадка есть. Вот там да, что-то такое есть. Но и женским в то же самое время этот запах не назвать. Так, пока он кушает, давайте посмотрим, как вода его смывает. Вода его не смывает. Это не гидрофильное, это какое-то другое.
Ну, то есть, вот если вы увозюкались, вам как минимум потом придется брать мыло и удалять все это. Мне это не нравится. Не знаю, что будет дальше. Может, с ним мы и побреемся хорошо. Но когда вода не убирает масло, на мой взгляд, это в пришейве, это не лучшая из характеристик. Так, ну ладно, пока кушает, ну раз уж все равно вода не смывает, уходим на компресс, а потом уже и продолжим. Хорошо. Что-то мне подсказывает, что нет, масло и не впиталось, все еще на руках. Бриться, такой клинок в руки брать, но я бы, наверное, не рискнул. Пожалуй, я все-таки с мылом уберу его. С мылом, да, с мылом нормально, с мылом уходит. Я представляю, что у меня сейчас на лице, но с мылом умываться не буду. Наверное, давайте его все-таки оставим. И что уже, и нанесем то самое для бритья. Я тут пока... Короче, вот эта баночка должна открываться. Баночка, откройся. Влажными руками, конечно, это попандос. Да блин, чтоб тебя мухи съели. Так, сейчас еще раз попробую. А с полотенцем все легко и просто. Это не совсем гель. Это вот такая вот матовая какая-то консистенция. Достаточно твердая. Если бы, допустим, мне не сказали, что это без этого, без помазка, я бы не удивился, что это можно сбить в пену. Но раз без помазка, будем без помазка. Запах прогорклого растительного масла. Ну, удовольствие ниже среднего такое себе на лицо мазать, но, судя по всему, баночка-то все-таки открыта была, и, возможно, это как-то повлияло на его сохранность. Но, опять же, у меня она прилично достаточно лежала, поэтому тут сильно-то удивляться я бы, наверное, все-таки не стал. Так, ну вот сейчас у нас здесь дикая помесь и вот этой штуки, и пришейва. Ну и давайте попробуем первый проход сделать. Ну, понятно, что это полностью эксперимент, полностью. Но с другой стороны также тоже бывает. Вот новичок взял всю линейку от какой-то одной компании, и вот он пробует. Ну вот, наверное, вот по такой схеме мы сейчас с вами все это дело и обработаем. Намочу. Ну и с Богом, блубердыш не зарежешь. Все-таки не откажу себе в удовольствии. Я камешком-то попользуюсь. А на масло он не очень играет. С мылом, да, а на масло все-таки скользит. Ребята, знаете что? Я не пойму, в чем дело. Возможно, эта штука испортилась. Я про вот этот гель. И запах недвусмысленно об этом намякивает. Вот этот прогорклого масла растительного. Можно, конечно, рогом упереться и бриться до конца на нем, но что-то как-то мне себя жалко. Давайте сделаем, ну, чтобы отдать должное, давайте хотя бы первый проход на этой штуке пройду. Пойдет, пойдет, не пойдет, ну что, там буду уже выходить из ситуации, там по ситуации. Так.
Не, надо на пену уходить. С клинка эта штука достаточно удобно смывается, конечно. Ну, знаете, вот даже вот это вот, которое сейчас, и то как-то через силу, потому что там вообще уже попандос. Ну, просто идет и тянет. Вот такое ощущение. Не, сейчас все смываю к чертовой матери и перехожу на пену. Не это, не то пальто. Я извиняюсь. Вот первое, что под руку подвернулось, старая добрая красная прораза. Вот сейчас с ним и поработаем. Пока набиралась новая раковина, из красного прораза уже чуть-чуть пересушенную пену уже сбил. Сейчас спокойно на лицо нанесу, добавлю воды, если понадобится. Раньше времени пока не буду ни о чем говорить, но молчу. Пока лишь скажу, что мне нравится. Вот и все. Больше ничего. Так, ну и второй проход. Ну вот это уже совсем другая картина. Если бы на первом проходе была эта пена, ну, так бы было гораздо интересней. Ну, собственно, как я и предполагал, ввиду того, что вылет рака недостаточно велик, вам все-таки придется чуть-чуть угол позадирать.
Если вы захотите более-менее чуть-чуть угол уменьшить и покласть плашмя, у вас просто дырка выходит из зацепления. Так, блин, вот что значит отсутствие практики. Угу. Да, все правильно. Ну и все, третий заключительный. Просто намочу лицо и добавлю пены. Парни, вопрос на засыпку. Как много вы встречали помазков, похожих на дорожного меля синтетика, но других компаний? То есть там у меля получается синтетика 3 плюс поколения, ну плюс ко всему она, конечно же, вся такая шелковистая, мягенькая, но и упругая. Вот встречали ли вы помазки подобные меле дорожной? Если да, то что это за компания? Вот мне очень интересно было бы вас послушать. Вот, то есть мили дорожную можно вообще с чем-то сравнить или нет? Вот это я хотел бы услышать.
Туда еще рано. Все, ребята, побрился. Худо-бедно. Шкурку в нескольких местах пробоины на вылет. Но все-таки на аэродром я вернулся. Все, компресс, умываемся и заключительное слово. Ну, автошейв, конечно. Холодной водой решил сделать компрессор я в этот раз. И ни капли не жалею. Не удалось уйти целым мне с этого матча. Но холодный компресс вроде как нормализовал. Так, а что нам кирпичик скажет? Дай бог здоровья тому человеку, у которого я первый раз увидел, как пальцами берешь силумин, ну в смысле квасец, и после этого спокойно оттягиваешь намыленное лицо. Я уж не помню, у кого это я увидел. Но идея просто великолепная. Просто жаль, по маслу не работает. А вот по мыльному лицу выручает очень-очень-очень. Так как корова на льду, так пум, встал нормально, я оттянул. Вообще великолепно, вообще хорошо. Но для этого, конечно, нужен кирпич. Вот такой карандаш, да, тоже может быть, но тогда должен быть он какой-то крупненький, чтобы сразу все пальцы так захватили. Давайте попробуем уже пост-шейв бальзам. Но вот когда руки более-менее сухие, тогда да, тогда вам удастся открыть этот пакет. Ну, что-то пахнет. Это прозрачный пост-шейв бальм. Странно, написано бальзам, а он прозрачный, смотрите. Он просто реально прозрачный, как гель. То есть вот это я не понимаю. Ребят, без обид. Но вы когда самолетом летите и вам дают мокрые салфетки, вот они лучше пахнут, чем вот это. За что же эта контора так ароматику ненавидит? Ну, блин. Но с таким запахом можно смело в разведку идти. Можно, я не знаю, в ФСБ, в ГРУ, куда там еще поступать, потому что серый, ничем не выделяющийся, незаметный. То есть, и все, и дальше пошел. То есть ты тут акцентов даже ни на чем не поставишь. Хотя, несомненно, да, он что-то работает, хотя впитываться не так уж он и торопится. Но у нас еще есть пара минут поговорить, посмотрим, что будет.
Ребят, ну, во-первых, Андрею Анатольевичу Скрипникову Черкас, конечно же, спасибо огромное, потому что если бы не он, я бы не смог вам показать вот практически вот такую линейку Bluebird. А во-вторых, буду говорить только за себя. Я, честно сказать, обескуражен. Обескуражен, потому что ну, даже вот если пришив с него начинать, запах, ну, вообще к бритью никакого отношения не имеет. В принципе, полно запахов, которые к бритью отношения не имеют, но они неплохи. А этот же какой-то... Вот понимаете, такое ощущение, что вот рядом с тем запахом, который там, была женская помада, как-то они там маленько вась-вась, дружка об дружку потерлись, там искра проскочила, ну и все, этот пришеев пошел своими делами, помада своими делами пошла, этот на лицо, тот на губы, а вот чуть-чуть от помады у него осталось. И женским не назовешь. И вот что-то вот как-то двойственное ощущение. Да это хай бы с ним, но его вода не берет. Совсем. Вообще. То есть вот ты берешь себе на лицо, там 2, 3, 4, 5 минут прошло, руки мыть, лицо мыть, а все только с мылом. Если он так рассчитан, ну ладно, хорошо. Ну а что гидрофильные там масла, с ними же удобнее. То есть ты нанес, что надо, впиталось, руки просто помыл, хочешь еще и лицо сполосни, потому что масло то, что надо, оно уже отдало. И все, и ты как бы уже готов. Так как бы разница-то есть, если ты просто водой сполоснул, а бегаешь за куском мыла. Ну, то есть вот это вот мне тоже непонятно. Следующее, вот это, вот будь нас здесь двое, допустим, вот тот же самый Андрей и я. Вот сказал: Андрюха, блин, страх божий. Ну, а так-то при людях как скажешь, никак. Потому что ну, запах прогорклого растительного масла подсолнечного, вот которое вы вот купили новую банку, пользуетесь, а потом хлобысь, и эта банка кончилась. Вы, блин, вроде как надо вот в магазин бежать. Хлобысь, а смотришь, там в уголке еще предыдущая завалялась. Ты крышку открываешь, а там, начиная от крышки, вот этот налет, который уже сами понимаете, да, и там внутри все уже прогорклое. То есть это вот так вот только взять и выкинуть. На этом масле ничего невозможно готовить. Вот такой запах. Ну как же так-то? Ребят, давайте, знаете что, чтобы не быть голословным, я в конце кое-что скажу. И вот так вот, наверное, давайте и сделаем. Клинок. Шаветка, вот самая большая часть, которая мне в ней понравилась, это ручка. Вот сам материал, из которого она сделана, и грава. Вот это, конечно, равнодушно не оставляет совершенно, потому что это качество, реально качество. То самое английское качество, которое поначалу и в Land Rover'ах было, и где его только не было. Ну и в Edwin Jagger'е, короче, до сих пор еще есть. Вот ты его здесь ощущаешь. Вот на этом, пожалуй, положительные эмоции у меня и заканчиваются. Потому что ставить, да, ты вроде как ставишь, но РК торчит как бы не очень. Поэтому если ты его плашмя поставишь, вот так, она у тебя залипнет элементарно. Но перед тем, как залипнуть, она просто перестанет брить, потому что ты лезвие выведешь из зацепа. А для того, чтобы восстановить статус-кво, тебе нужно будет опять ее поднять. Вот еще чуть-чуть, и ты шкрябать начнешь. А вот еще туда чуть-чуть, и она выйдет из зацепа. И вот эту-то золотую середину поймать и надо. Вполне понятно, что человек, взявший себе вот эту шаветку, ну, после какого-то раза он привыкнет, он научится, и все у него будет получаться. Но, ладно. А вот если сравнивать, допустим, с инструментом в 2 раза дешевле, чем этот Седов, там же ничего этого нет. Да, он не такой джентльмен, да, он выглядит совсем по-другому. Там какой-то янычар такой, причем из провинции. Ну, блин, там ловить ничего не надо, там поставил, брей. Только вставлять как бы, но все мы мужики рано или поздно научимся и вставляем, и нормально. То есть как бы, вот в моем понимании этот инструмент проигрывает Седов однозначно. Ну, плюс он, конечно, еще в 2 раза дороже, то есть 10 фунтов стерлингов. Так вот, мое предложение, дабы вот проверить то, чего я тут наговорил, а то мало ли там промыло, что-то сказал или еще что-то, я предлагаю следующее. Если кому-то интересно, понятно, что пришив и бальзам я уже выслать не смогу, потому что ну, как бы пакеты открыты. А вот это с крышечкой и вот это.
я с удовольствием вышлю тому человеку, кто мне напишет в ВК. Ну, за ваш счет, чтобы сильно канал не напрягать, потому что сейчас тут на канале и так трат будет достаточно. Вот кому это интересно, ребята, обратитесь. И вот этот подарок Андрея пущу дальше. Вот сами попробуйте, ну и посмотрим, насколько были правдивы или нет, не очень мои впечатления. А что до сегодняшнего дня, старые добрые проразы, да, есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. Казалось бы, ну сколько ему лет-то уже, на пенсию пора. Он же все сроки выслужил, а нет, взял, завел с полоборота, что-то там чих-пых, напыхтел, дышал, где не смог, атмосферу создал, и вот более-менее нормально побрились. Если бы не он, ну вот с этим товарищем я бы точно залип бы, у меня бы нифига не получилось. Я плюнул бы, сказал, да ну его в жопу, не буду бриться. Вот типа такого что-то могло бы быть вполне. Помазок не только оправдал то, что я о нем думал, но дал даже пищу для размышлений, которую еще только предстоит остаканить, переосмыслить. Я думаю, что если все получится, то эта радость будет не только для нас, но и для вас. Ну и камешек, как всегда, выручил. Не камешек производства Home Light Shaving выручил, а синтетик, ну в смысле алунит выручил, квасец. Так что, ребята, если у вас есть возможность, вот пользуйтесь такими вещами. Если у вас есть взять профессиональный, настоящий, ну возьмите в бритвенном магазине. Они есть как и в виде карандашей, и в виде вот таких вот кирпичей. А если у вас нет такой возможности, или вы с интернетом не дружите, ну постарайтесь дойти до магазинов типа Parfum Leader, что-нибудь еще такое. Там кирпич такой вы не найдете, конечно, вовсе, его там не будет. Но вполне себе сможете найти типа а-ля дезодорант нашего советского разлива, ну в пределах где-то, ну, может там, я не знаю, ну, 180, 250, 270 рублей, в зависимости от компании, от аппетитов там трудящихся. Ну или, естественно, в бритвенных магазинах просто по ссылкам проходите, смотрите там что-то, потому что выручает, хорошо выручает. По шаветкам, если вы не против, я хотел бы на следующее бритье запустить шаветку от Урмаса, ту самую, вот, которая со слоновой кости ручка, ну а-ля слоновая кость. Ну а потом что-то там еще, потому что тэшки реально выбили маленько из колеи. Осознаю, что много долгов по тэшкам, но хотя бы вот месячник опаски хотелось бы устроить и маленечко все-таки руку-то набить, потому что вот даже несмотря на то, что я сегодня попенял этому инструменту и что с ним не совсем просто, там надо ловить вот это все, но побрился-то хорошо. То есть преимущества шаветок для меня они не потеряны. Если вот так вот просто подвести черту, и если вот кто-то захотел бы сказать, ну ладно, короче, вот Иванов, ты дилетант, ты вот ни уха, ни рыла, но что-то ты уже успел там что-то посмотреть, потрогать, пощупать, вот что бы ты мог сказать? Я бы, наверное, то, что вот месяц, два, три назад говорил, сейчас бы повторил. То есть, что опаски, что шаветки, это все очень-очень-очень интересные инструменты. Но за опаски стоит говорить лишь в одном случае, если у вас ваши намерения тверды, и вы точно знаете, чего вы хотите. Потому что там как бы это подразумевает многое, и сами инструменты дороже. Более-менее что-то годное, если наше советское брать, ну, советских времен, но это от 1500 выше, то это и заточка от мастера, то это и ремень. Ну и как бы там барам, и все, и набегает. Но, конечно, это более статусный, более такой, ну то ли ты опаску берешь в руки, то ли шаветку, ну о чем тут говорить. То есть берешь опасную бритву, ты маешь вещь. Шаветка, она более легкая кавалерия такая, знаете, вот гусары летучие, наскакала, там, наскочила, там, шашками порубила, убежала, что-то вот такое. Она менее притязательна, да и стоимость все это подчеркивает, то есть там от $6 и выше, ну что там. Да, несомненно, есть и дорогие инструменты, там и по 5, и по 6, и по 12 тысяч рублей, и по 14, дороже есть. Но это уже, скажем так, для эстетов, кто вот целенаправленно хочет вот в эту топку бить, вот он себе такое ищет. Основная подавляющая масса, ну, шаветки-то недорогие. Но даже несмотря на то, что вот у них есть определенные минусы, как то упрощенный конструктив, более такие невзрачные, что ли, без тех изысков, которые могут себе позволить опаски, у них есть такие преимущества, которых у опасок нет.
Самая простая опаска, в нее можно вставлять только две лезвия. Или готовое, или поломанное. Опаска по наворочению можно вставлять не только это, но для и SE лезвия тоже, то есть Single Edge. Тоже как бы интересно, тоже как бы хорошо. Но при всем при том, здесь не нужен ремень. Если вы хотите поменять характер реза, все, что вам нужно, это просто поставить другое лезвие. Вообще другое. То есть, если на паске вы отдаете другому мастеру, и другой мастер точит, то здесь вы просто меняете лезвие. То есть эксплуатация кратно упрощается, что ли. Раньше, когда был малый, глупый, не видал больших шаветок, у меня стойко в голове сидела, что опаска, шаветка это что-то, жесть какое агрессивное. И вот там себя, там кровище во все стороны. Ну да, поначалу так и было, потому что руки кривые, они сейчас-то еще не выпрямились. То есть моему крабу клеш ничего выпрямлять и выпрямлять. Но тем не менее я уже начал понимать, что даже вот таким простым инструментом при определенных сноровках, тренировках, то ты можешь великолепно побриться. То есть это годный инструмент. Точно так же, как опаски. Просто вам нужно самому решить, что вам больше нравится, и вот в ту сторону и топить. Но если нравится все, тогда ваша задача кратно упрощается. Просто гребите все лопатой и все дела. Ну все. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. И вишенка на торт. Ребята, если хотите маленькую встряску себе устроить, так чтобы вот раз вот кардинально что-то поменять, помните рецепт майонеза? Не помните? Я вот сейчас тут где-то напишу. Так вот, в этом рецепте поменять только один компонент. Уберите яйцо. А вместо яйца белая фасоль из ближайшего гипермаркета. И что будет? Чеснок. 2-3 зубчика чеснока еще что-то добавьте. Это коматоз. Это 15-я мировая. Это война и немцы. Все это отдыхает, потому что это настолько вкусно. Это просто... Попробуйте. Я уже 4-й раз все это делаю, 4-й раз мы пробуем. Я думаю, и вам понравится. Ну все, пока-пока. Подписывайтесь на канал.